Ну что, друзья мои, готовы сегодня похоронить королеву? Лично я совсем не готов. Она мне искренне симпатична, но история дама упрямая. А расположена по сюжету, значит придется. Так что поправьте свои воротнички и цилиндры. Сегодня в замке Садли будет грустно. Друзья мои, прежде чем мы расскажем, как же вдова короля стала женой адмирала, давайте поближе познакомимся с нашим главным героем. Итак, Томас Сеймур. Родился он в семье почтенных джентри. Это такое среднее поместное дворянство. Дата его рождения точно неизвестна. То ли 1508, то ли 1509 год, да она и не важна. Гораздо важнее другое. У него был старший брат Эдуард. А в XVI веке это значило ровным счетом ничего хорошего. Видите ли, тогда правил суровый закон майората, старший сын забирает все. Земли, замок, фамильное серебро и даже право называться главой рода. Все уходило Эдуарду. А младшим сыновьям, вроде нашего Томаса, доставалась только звучная фамилия и родительское напутствие. Ну, давай там, как-нибудь сам. Подробно пересказывать, как и где рос наш герой, мы сегодня не будем. С семейством Сеймуров мы уже детально познакомились в ролике о Джейн Сеймур. Но напомнить основные фигуры на этой шахматной доске просто необходимо. Та самая кроткая Джейн была родной сестрой нашего Томаса. И, как вы понимаете, был еще и тот самый старший брат Эдуард. Именно эти двое, Джейн и Эдуард, сыграют в жизни Томаса главные, а порой и роковые роли. Если Джейн Сеймур стала для семьи тем самым социальным лифтом, который доставил Сеймуров прямиком в королевские покои, то Эдуард взял на себя роль водителя этого лифта, лифтера. А Томасу очень хотелось не просто ехать рядом, а самому нажимать на все кнопки. Но в тот момент еще никто не мог знать, да что там знать, никто и представить себе не мог, что тихая Джейн Сеймур однажды наденет королевскую корону. Она же была просто скромная девушка с бесконечной вышивкой в руках. Таких фрейлин при дворе пруд-пруди. Поэтому Томас, в отличие от некоторых, не сидел дома у камина, обсуждая с родителями виды на урожай и сплетни про соседей. Рассчитывать на наследство ему не приходилось. Старший брат все забрал. Пришлось выкручиваться самому. И он выкручивался, и еще как. Карьеру Томас начал с самого низа, с должности слуги при Уильяме Комптоне, близком друге короля. Это сейчас мы скажем «фу, слуга» и поморщимся. А по тем временам служить у такого человека было счастьем. Это как устроиться помощником к олигарху, и денежно, и полезно. Но Томасу этого показалось мало. Пахло порохом, он тут как тут. Он мотался по Европе хвостом за сэром Фрэнсисом Брайаном. Тем еще проходимцем. Между прочим, побывал во Франции, заглянул к императору в Испанию. В общем, набирался опыта, учился языкам и, главное, учился выживать среди акул покрупнее. А потом началась настоящая мужская работа. Томас Сеймур воевал. Сначала в Кале, потом в Шотландии. И воевал, надо сказать, очень даже неплохо. Командовал людьми, не прятался за чужими спинами. Получил рыцарское звание. Короче, к тому моменту, когда при дворе запахло жареным, это был уже не просто чей-то там брат, а вполне заслуженный вояка с репутацией. И вот тут давайте остановимся и представим себе эту картину. Когда Томас Сеймур появился при дворе Генриха VIII во всей своей красе, и это не фигура речи. Высокий, статный, с рыжеватой бородкой и хищным прищуром, от которого у фрейлин подкашивались колени. Дерзкий, самоуверенный, с улыбкой человека, который знает, что может позволить себе лишнее, и ему за это ничего не будет. Говорят, от одного его взгляда женщины теряли сознание. Врут, конечно, но вздыхали точно, потому что в этом мужчине было все, что дамы так любят. Опасность, наглость, репутация сорвиголовы и умение говорить комплименты таким тоном, будто он уже держит тебя в объятиях. При этом никакой сентиментальности.
Томас Сеймур смотрел на мир как на поле боя, а на женщин как на самый приятный трофей. И вот тут давайте зафиксируем дату. На дворе 1536 год. Генрих VIII окончательно устал от острой на язык Анны Болейн. Устал настолько, что готов сменить ее на кого угодно, лишь бы женщина была тихая, покладистая и не спорила по каждому поводу. Король начинает оглядываться по сторонам в поисках новой новой жены. И в этот самый момент наш Томас уже при дворе. Да, вместе со своим старшим братом Эдуардом. Они оба крутятся возле короля. А их сестра Джейн, вот ведь совпадение, служит фрейлиной у той самой Анны Болейн, которая вот-вот отправится в Тауэр. И вот тут в голове у обоих щелкает. А почему бы и нет? Если король устал от жены, если он уже подумывает, где бы найти замену, почему бы и не подсунуть ему нашу Джейн? Не продать, не навязать, а так, аккуратно подвести, чтобы сам заметил. Так что, друзья мои, запомните, великие истории иногда начинаются не с великих замыслов, а с простого наблюдения. Король смотрит не туда, а наша Джейн как раз туточки. И Томас Сеймур, этот красавец-авантюрист и солдат удачи, оказался ровно в том месте и в то время, когда решалась судьба его семьи, а заодно и его собственная. Подробно рассказывать о той грандиозной операции, которую провернули Томас и Эдуард, мы здесь не будем. Если вы хотите узнать все детали этой шахматной партии, загляните в наш ролик о Джейн Сеймур. Скажем прямо, это была настоящая спецоперация. И да, привет всем, кто до сих пор верит, что Джейн просто так, одной лишь своей искренностью и вышивкой, покорила сердце Генриха VIII. Нет, за ее спиной стояли два очень амбициозных, дерзких и невероятно расчетливых брата. Именно они направляли каждый ее шаг, чтобы свергнуть Анну Болейн и занять освободившийся трон. Пережевывать заново все, что случилось с Джейн, мы тоже не станем. Зачем нам повторяться? Итог этой истории знают все. Джейн побыла королевой совсем недолго, 17 месяцев. Но она сделала главное. Родила Генриху долгожданного наследника, мальчика Эдуарда. И через несколько дней умерла, оставив после себя младенца и братьев, которые внезапно оказались у огромного трона. И вот здесь, друзья мои, начинается наша история. Настоящая история Томаса Сеймура. Потому что до рождения принца он был просто братом королевы. Красивым, дерзким, удачливым, но все-таки приложением к сестре. А после того, как на свет появился маленький Эдуард, Томас стал кое-чем посерьезнее. Он стал дядей будущего короля Англии. И тут включается арифметика, от которой у любого авантюриста зачешутся ладони. 4-й сын из скромной семьи джентри. И вдруг дядя наследника престола, один из самых влиятельных людей в королевстве. Человек, который может заглядывать в колыбель и думать, а что будет, когда этот малыш подрастет? А что будет, если, мало ли что случится? Чувствуете, как запахло жареным? Вот и Томас почувствовал. С этого момента его амбиции перестали помещаться в тесные рамки придворной должности. Ему нужно было больше, намного больше. И вот тут мы подходим к щекотливому, но очень важному вопросу. На момент, когда маленький принц Эдуард впервые заорал в своей колыбели, нашему Томасу стукнуло почти 30. 30 лет. Карл. А в 16 веке это был возраст не просто солидный, а прямо скажем, предпенсионный. До 40-то доживали далеко не все. У вас наверняка назревает закономерный вопрос. А почему этот красавец, этот герой-любовник до сих пор не женат? Мы что, прошляпили какую-то тайную свадьбу? Или, может быть, мало ли что про этих красавчиков там думают? Спокойно, друзья мои. Ничего такого. Томас был совершенно нормальным мужчиной. Даже более чем нормальным. Женщин любил, женщины любили его. Тут полный порядок и взаимная симпатия. Но между любил женщин и женился в те времена лежала пропасть размером с Ла-Манш. И причин, почему Томас эту пропасть так и не перешагнул, было ровно 3. Причина первая. В юности он был просто 4-м сыном. Вы вслушаетесь в это слово. 4-м.
Это даже не запасной игрок на скамейке, это игрок, который вообще на стадион не попал. Что он мог предложить потенциальной невесте? Любовь до гроба. Любовью кормить детей не будешь. Кто отдаст свою дочь, за кого попало? А кого попало, сам Томас не хотел. Он уже тогда, молодым щенком, заглядывался на девушек из хороших семей и думал: вот вырасту, вот выслужусь, вот тогда. А пока терпение, Томас, только терпение. Причина вторая. Потом началась служба. А служба в те времена – это не офис с 9 до 5, это Франция, это Испания, это Шотландия, это Кале, это вечные командировки, это ночевки в седле и в палатках, это порох, кровь и дипломатические интриги. Какая к черту свадьба, когда ты сегодня здесь, а завтра поминай, как звали. Томас мотался по Европе, как перекати поле, набирался опыта, связей и шрамов. Не до свадьбы, понимаете ли. И вот тут наступает причина третья, самая интересная. 1537 год. Он дядя наследника Англии. Его акции на брачном рынке взлетают до небес. Теперь ему не просто нужна жена, ему нужен союз, который зацементирует его новое величие. Ставки выросли. Теперь Томаса больше не интересуют просто хорошие партии. Его взгляд устремляется туда, где сияют короны и гербы древнейших родов. В те времена, друзья мои, жила-была девушка по имени Мэри. Ну пусть простота имени не вводит вас в заблуждение. Это была не просто Мэри, а Мэри Говард. А Говардом в Англии XVI века быть – это вам не в бирюльке играть. Это значит, что твоим отцом был сам Томас Говард, тот самый великий и ужасный герцог Норфолк, которого мы с вами уже не раз встречали в наших интригах. Быть дочерью Норфолка – это как расти в эпицентре урагана, только вместо ветра вокруг тебя постоянно летают заговоры, акты о государственной измене и амбиции размером с Вестминстерский холл. Таких девушек, как Мэри, не готовят к простому женскому счастью, их готовят к большой игре. С самой колыбели она была не просто ребенком, а стратегическим активом семьи Говардов. Ее учили танцевать, говорить на языках и плести интриги так изящно, чтобы никто не заметил узла на шее оппонента. И вот однажды, когда Мэри расцвела, ее отец решил, что пришло время для того самого великого брака. Жениха ей нашли не просто знатного, а, скажем так, из самой верхушки пищевой цепочки Англии. Итак, кто же стал тем самым прекрасным принцем для нашей Мэри? Жених был ослепителен, влиятелен и невероятно важен. Ему не хватало до абсолютного блеска лишь одной крошечной, почти незаметной детали – парочки подписей в свидетельстве о браке его родителей. Речь пойдет о Генрихе Фицрое, единственном признанном сыне Генриха VIII. Знаете, в те времена слово «бастард» могло звучать как приговор, но только если твой отец не король Англии. Генрих VIII обожал своего мальчика. Фамилия Фицрой буквально означала «сын короля». И отец сделал все, чтобы этот небольшой дефект происхождения не мешал Генриху блистать. Мальчик в свои юные годы уже носил титул герцога Ричмонда и Сомерсета, владел огромными землями и занимал почетные посты. Он был тенью своего отца, его надеждой и, как многие шептались, запасным планом на случай, если законных наследников мужского пола так и не появится. И вот тут важный момент. Говарды, конечно, люди гордые, древний род, герцоги. Но когда речь заходит о том, чтобы породниться с королевской кровью, пусть даже и левой, они включают удивительную дальновидность. На то, что жених – бастард, они смотрели сквозь пальцы. Они смотрели на то, чей это бастард. Генриху VIII этот брак был нужен не меньше, чем Говардам, потому что его сын при всех своих титулах оставался в глазах общества королевским ублюдком. А Говарды – это имя, это древность, это такая родословная, что любой аристократ снимет шляпу. Женив сына на Мэри Говард, король одним махом прикреплял к своему бастарду золотую цепь предков. Фицрой получал не просто жену, он получал легитимность в глазах знати. А Говарды получали
ну как бы это сказать, очень перспективного зятя. Потому что на тот момент у Генриха не было законных сыновей. В общем, сделка века. Говарды дают имя, король дает кровь. И все пределы. Свадьбу сыграли 28 ноября 1533 года. Мэри было 14, Генриху Фицрою тоже. Красивая пара, блестящее будущее, море амбиций. Правда, была одна маленькая деталь. Король запретил молодым, вы понимаете, консумировать брак. То есть быть мужем и женой по-настоящему им не разрешили. То ли из-за слабого здоровья сына, то ли из-за каких-то других соображений. Но факт остается фактом. Мэри Говард стала герцогиней Ричмонд чисто номинально. Впрочем, тогда она об этом еще не знала и сияла на свадьбе, думая, что впереди долгая и счастливая жизнь с королевским сыном. Ох, если бы она знала, что ее ждет на самом деле. Друзья мои, не будем ходить вокруг да около, а скажем сразу честно, этот брак не стал историей про жили долго и счастливо. Спустя 3 года после свадьбы, в июле 1536 года, единственный и горячо любимый сын Генриха VIII, Генрих Фицрой, умирает. Плохая наследственность, коварный 16 век, в общем, медицина была бессильна. И вот здесь начинается самый сочный нюанс. Наша юная Мэри Говард в свои 17 лет остается вдовой. По законам того времени вдове полагалась вдовья доля, часть земель и доходов мужа, чтобы она могла поддерживать свой статус. И закон этот был незыблемый. Но представьте ситуацию. Вам 17. Вы вдовствующая герцогиня Ричмонд. Официально член королевской семьи и невестка монарха. Если вы думаете, что Генрих VIII, утирая слезы по сыну, отсчитал невестке положенное золото, то вы плохо знаете этого человека. Генрих решил включить режим бухгалтера-цинника. Его логика была убийственной. Нет консумации – нет денег. Простыми словами, раз брака как бы и не было, то и вдовья доля Мэри не положена. Все богатства Фицроя король преспокойно забрал обратно в казну. Поставьте себя на место Мэри. Вы ее светлость герцогиня. У вас должен быть свой двор, фрейлины, штат слуг, выезды и платья, соответствующие вашему рангу. Но денег на это у вас 0. Вы полностью зависите от того, что вам выделит папа, герцог Норфолк. Благо, Норфолк был самым богатым человеком в Англии и мог позволить дочери не просто купить комнату в коммуналке, а достойную жизнь. Но сам факт, Мэри была вынуждена буквально выпрашивать у короля свои законные деньги, живя на социальном пособии у отца. Но был один важный нюанс. Мэри Говард стала уникальным товаром на брачном рынке. Титул. Выше нее были только принцессы крови. Связи. Она Говард и почти Тюдор. Техническая характеристика. Она вдова-девственница. Это означало, что она уже имеет статус и опыт придворной жизни, но при этом чиста для нового законного брака. И пока во дворе перебирали юридические тонкости, на берегу Темзы, где сплетни отстирываются до бела, наши прачки лишь мудро заметили: ну, Генрих, ну, козлина, девчонку без гроша оставить, и куда ей теперь, в прачки, что ли, податься? Так у нас тут и так вакансий нет, не хватало еще, чтобы нам герцогиня конкуренцию составляла. Сам им в спальню заходить запретил, сам же теперь и на вдовьей доле экономит. Тьфу же, дюга. Друзья мои, вы наверняка уже задумались, а к чему мы вообще вам рассказываем про Мэри Говард? Какое отношение эта юная герцогиня-девственница без гроша в кармане имеет к нашей истории? А вот какое. В это самое время при дворе, как мы помним, околачивался наш Томас Сеймур. Красивый, амбициозный и все еще возмутительно холостой. И не просто околачивался, а делал это с высоко поднятой головой, в статусе дядя наследника престола. И вот тут-то нашего Томаса присмотрел другой Томас, герцог Норфолк. Норфолк, как старый опытный лис, рассуждал просто.
Так, одного королевского зятя мы по уважительной причине потеряли. Бедный Фицрой, земля ему пухом. Но нельзя же допустить, чтобы такая элитная невеста, как моя Мэри, простаивала без дела. Конечно, Норфолк с большим удовольствием выдал бы Мэри за самого новорожденного принца Эдуарда, но Генрих VIII на такое предложение, скорее всего, ответил бы чем-то тяжелым и острым. Поэтому план был скорректирован. Если нельзя выйти за короля или принца, нужно выходить за того, кто стоит к ним ближе всех. И вот он, Томас Сеймур. Свежая кровь, новая элита, дядя будущего монарха. Идеальный вариант. Томас Норфолк, поправив горностаевую мантию, подошел к Томасу Сеймуру и, по сути, сказал: «Слушай, а давай поженимся? Ну, в смысле, не мы с тобой, а ты и моя дочь. Она герцогиня, вдова принца, а ты... Ну, ты теперь тоже парень не промах». Наш Сеймур, услышав такое, приосанился, расправил плечи и стал, кажется, еще красивее. И вот, на этом многообещающем моменте все должно было закончиться пышной свадьбой. Но, друзья мои, дальше начинается самое интересное. Представьте себе эту картину. Наш Томас Сеймур уже практически стоит перед зеркалом, начищая перья, поправляя усы и наглаживая бороду. Красавец, безусловно. Жених, о, еще какой. Старый лис Норфолк тоже потирает руки, но все дело в шляпе или в шлеме, учитывая их рыцарские замашки. Казалось бы, идеальный политический союз уже почти скреплен печатями. Но тут, на пути этого семейного счастья, вырастает фигура, от которой веет холодом и заносчивостью. Знакомьтесь, старший сын Норфолка и брат нашей невесты, Генри Говард, граф Суррей. Если бы в XVI веке проводили чемпионат по задиранию носа, этот человек пожизненно удерживал бы золотую медаль. Суррей считал себя лучше всех, красивее всех, а его родословная, по его же мнению, вела начало прямиком от сотворения мира. Когда он услышал, что его сестру, вдову почти принца, хотят отдать за какого-то Сеймура, его чуть не хватил удар. «Сеймуры», – процедил он сквозь зубы. Для Суррея эта фамилия звучала как название болезни. В его представлении Сеймуры – это люди, которые еще вчера чистили навоз на полях, а сегодня по какой-то нелепой случайности стали дядями будущего короля. Его вердикт был прост. Этого нам еще не хватало. Родниться с этими выскочками? Да ни за что! Сама Мэри, услышав о гениальном плане папочки, отреагировала не менее изящно. «Сеймур?» – переспросила она. «А вообще это что? Это едят или этим полы моют?» Поставьте себя на ее место. Она герцогиня Ричмонд. Она была замужем за сыном короля. Да, бастард. Да, не очень законнорожденный, но все-таки королевская кровь. А теперь ей предлагают какого-то Томаса. Мэри рассуждала как истинная аристократка. «Вы издеваетесь? После королевских палат в поместье к Сеймурам? Да я лучше в монастырь уйду, чем стану миссис Сеймур». Ну что, представили, как наш жених на выданье стоял со своей наглаженной бородой перед закрытой дверью? Томасу ясно дали понять: ты можешь быть хоть трижды дядей, но в клуб старой аристократии вход тебе закрыт. Конечно, ситуация была, мягко говоря, не из приятных. Но Генри Говард тогда еще не знал, с кем связался. Он не догадывался, что этот собиратель навоза обладает феноменальной памятью на обиды. И спустя годы он отомстит так изысканно, что для Генри это станет настоящим отвалом башки, причем в самом буквальном анатомическом смысле этого слова. Но это будет потом. А пока наш Томас, глубоко вздохнув и поправив помятую гордость, решает, что свет клином на Говардах не сошелся. Он выходит из их поместья и задумчиво оглядывает придворных дам, словно герой старой доброй комедии начинает свои поиски заново. В голове у Томаса созрел новый план. Ему нужна была точно такая же блестящая партия. Знатная,
влиятельная, почти королевская, но, как говорится, с перламутровыми пуговицами. А если точнее, точно такая же, но без назойливых, высокомерных братьев, которые лезут со своими гербами в чужой монастырь. Но, как вы понимаете, свежеуниженный Говардами Томас был не из тех, кто тратит драгоценное время на рыдания в подушку. Подушки у Сеймуров были дорогими, шелковыми, и мочить их слезами дело крайне нерациональное. Он лишь поправил помятый камзол, отряхнулся от воображаемого навоза, которым в него так щедро тыкал заносчивый Сурой, и продолжил искать. И, разумеется, он ее нашел. Кого? Ну, давайте начнем с самого начала. В те времена в огромном дворце Генриха жила-была одна принцесса. Скажем прямо, судьба ее не баловала. Нелюбимая отцом, лишенная материнского тепла и на долгое время вообще выброшенная из списка законных детей. Звали ее Мария. На тот момент просто Мария. Это уже потом, спустя годы, историки приклеят к ней пугающее прозвище – «Кровавая». А тогда это была серьезная, очень набожная и довольно одинокая молодая женщина, которая в жизни видела гораздо больше молитвенников, чем искренних комплиментов. Наш Томас, глядя на Марию, вовсе не искал в ее глазах отражения своей души. Он искал там отражение короны. Красивая, ну, скажем так, если поставить рядом статного цветущего Томаса и суровую бледную Марию, контраст был разительным. Мария не была красавицей в привычном смысле слова, да и веселый нрав никогда не числился среди ее добродетелей. Но есть нюанс. Она не просто Мария, она Мария Тюдор. А это фамилия, которая перекрывает любые недостатки внешности. Это те самые перламутровые пуговицы, только из чистого золота и с королевским гербом в придачу. Томас рассуждал как истинный хищник. Романтика – это, конечно, мило. Это мы оставим для сонетов графа Сурея. А в браке должна быть польза. Его логика была наглой до безумия. Не дали дочь герцога? Ну ладно. Раз вы считаете, что я недостаточно хорош для Говардов, я докажу, что я в самый раз для Тюдоров. Идти к Генриху с просьбой «отдай дочь» было равносильно просьбе «отруби ко мне голову». Томас был амбициозен, но не суицидален. Томас решил действовать тоньше. Он видел то, что видели многие. Здоровье Генриха тогда уже не просто пошатнулось, оно трещало по швам. Король превращался в огромный, вечно гноящийся монумент самому себе. А что Мария? Мария сидела во дворце в девках. Генрих, как скупой рыцарь, придерживал ее для большой политики. Но годы шли, и принцесса все сидела. И Томас начал свою игру издалека. Он всегда рядом, он предан, он незаменимый дядя наследника. Он смотрел на Марию с таким почтением, что сторонний наблюдатель мог бы подумать, будто Томас сам готовится принять постриг. Но был один нюанс. Мария того времени – это вам не веселая Кэтрин Говард. Это была женщина, которая вместо любовных записок читала молитвенники, а вместо танцев предпочитала глубокие размышления о вечном. На наглые подмигивания Томаса она реагировала никак. Для Томаса Мария была тем самым журавлем в небе, птица статусная, способная вознести его прямиком к подножию трона. Но летать за этим журавлем было опасно, пока старый лев Генрих еще мог издать последний рык. Томас продолжал не спускать с нее глаз, но в глубине души уже подумывал, а нет ли у нас при дворе чего-то более земного? Ну, знаете, чтобы и статус был, и в общении проще, и чтобы с перламутровыми пуговицами, но без риска закончить жизнь на эшафоте прямо завтра. Ему нужна была жена, которая станет его опорой, его капиталом, но не станет его смертным приговором. Так проходит несколько лет. Томас совершенствует искусство преданного взгляду на Марию и ждет своего часа. И вот тут, в 1543 году, в душных коридорах дворца появляется она. Красивая, статная, с тем самым умным и глубоким взглядом, который так редко встретишь среди порхающих придворных фрейлин. Томас, как опытный оценщик, мгновенно провел внутреннюю ревизию. Статус высокий. Она не просто кто-то, она жена лорда, вхожа в высшие круги. Внешность на 5 с плюсом. Это был тот случай, когда красота сочеталась с достоинством. Главный нюанс – наличие мужа. Но и это было решающее «но». Муж ее, лорд Латимер, в это время уже практически собирал чемоданы в лучший из миров. Он был тяжело болен и во дворце об этом не шептался, разве что ленивый.
Томас решил не ждать официального открытия аукциона. Он начал предварительные торги. Сеймур обладал взглядом, который приличные девушки называли наглым, а неприличные – многообещающим. Он смотрел на нее открыто, почти вызывающе. А она вместо того, чтобы возмущенно отвернуться, как подобает верной жене умирающего лорда, вдруг поймала его взгляд. И, о боги, не отвела глаза. В этом молчаливом диалоге читалось: «Вы же понимаете, что скоро освободитесь?» – спрашивал взгляд Томаса. «Я понимаю, что вы это понимаете», – отвечал ее взгляд. Это была опасная, но безумно азартная игра. Томас понял, это именно та, которую он искал. Богатая, статусная, земная, теплая и, самое главное, она явно не собиралась цитировать ему псалмы в ответ на комплимент. Весь февраль во дворце искрило. Томас ходил вокруг нее кругами, она ловила на себе его взгляды, и между ними росло то самое электричество, которое в XVI веке обычно заканчивалось либо свадьбой, либо грандиозным скандалом. Томас был уверен, как только ее муж испустит дух, он сделает свой ход и заберет этот приз. Он уже чувствовал вкус победы, он уже видел эти перламутровые пуговицы на своем будущем семейном гербе. Но он даже не подозревал, что за этой витриной с не меньшим аппетитом наблюдает еще один человек. Человек, у которого прав на внеочередное обслуживание было гораздо больше. И вот наступает 2 марта 1543 года, и она стала вдовой. Обычно в те времена вдове полагалось сидеть в темной комнате, заливаться слезами и носить черное как минимум год. Но Томас решил не играть в приличие. Уже через месяц, в апреле, когда наша героиня вернулась ко двору, он сделал свой ход. Итак, картина маслом. Он, самоуверенность и натиск. Томас не стал ходить вокруг да около и сразу предложил ей сменить вдовью вуаль на подвенечную фату. И знаете, что самое удивительное? Она не упала в обморок от такой наглости. Она спокойно, с достоинством и, рискнем предположить, с облегчением ответила «да». Вот так, друзья мои, без лишних свидетелей и долгих серенад, Томас Сеймур и Екатерина Парр стали официальными женихом и невестой. Для Томаса это была победа по всем фронтам. Статус, она уважаемая дама с безупречной репутацией, деньги, огромное наследство Латимера теперь было практически в его кармане. Чувство, не будем забывать, она действительно ему нравилась. Казалось, впереди только пышная свадьба, звон колоколов и счастливое будущее, где никакие говарды не смогут диктовать свои условия. Но, друзья мои, мы же помним, в какой эпохе мы находимся. В Англии времен Тюдоров счастье – это очень временное состояние. И пока Томас заказывал свадебный камзол, за его спиной уже бесшумно открывалась дверь королевских покоев. Итог этой шахматной партии нам уже известен. Генрих VIII просто смахнул фигуру Томаса с доски и сделал это изящно, не в Тауэр, слава богу, а через повышение. Томас получил блестящее назначение и был вынужден отбыть в Брюссель. Но давайте поймем главное. Томас Сеймур не был бы Томасом Сеймуром, если бы в этот момент он бился в истерике или заливал слезами палубу корабля. Никаких мелодрам с грустными цитатами под музыку, историй с разбитым сердцем – этого не было. Томас был человеком дела. Да, свадьба сорвалась прямо перед алтарем, но наш герой посмотрел на это с ледяным спокойствием стратега. Быть вдовой лорда Латимера – это престижно, но быть вдовой короля Англии – это уровень, до которого Говардам ползти и ползти. Екатерина никуда не денется. Она буквально заперта в золотой клетке дворца под присмотром лучшей охраны мира. А вот король, ну посмотрите на эти отекшие ноги и цвет лица. Долго ли протянет этот монумент? В общем, пока Генрих VIII развлекает Екатерину чтением богословских трудов, Томас поехал в Брюссель делать то, что у него получается лучше всего – блестящую карьеру. Чем же занимался наш Томас в этой ссылке? Томас Сеймур в эти годы – это настоящий агент 007 XVI века. Красивый, опасный, чертовски обаятельный и с государственным заданием за пазухой. В Брюсселе Томас не просто работал.
Он строил империю имени себя, представьте. Балы, дипломатические приемы, тайные переговоры. Он заводил связи так же легко, как и врагов. Он вникал в тонкости европейской политики и вскоре стал незаменимым. Но кабинетов ему было мало, нашему Бонду нужен был экшен, и он его нашел на море. Томас вскочил на капитанский мостик и показал всем, что сеймуры отлично чувствуют себя не только на паркете, но и в соленой воде. Он командовал флотом, гонял французов по Ла-Маншу и делал это с таким азартом, что вскоре его имя стало синонимом морской мощи. Дослужиться до статуса адмирала в те времена – это не просто получить значок, это значит стать рок-звездой национального масштаба. Теперь это был не просто красавчик Томас, это был адмирал Сеймур, герой, статный, обветренный морскими ветрами, в ослепительных камзолах, которые сидели на нем так, будто их шили ангелы портные. Разумеется, Томас периодически возвращался в Лондон. Его появление при дворе Генриха VIII каждый раз было сродни выходу голливудской звезды на красную дорожку. И вот он проходит по залам, ловит на себе восторженные вздохи фрейлин и видит Екатерину. Да, она теперь королева Англии, она в окружении свиты, в золоте и мехах, ее слово закон. Но знаете, что самое интересное? Томас смотрел на нее совершенно спокойно. Никакой суеты, никакой ревности. В 1546 году Томас Сеймур – это человек на пике своей формы. Он богат, он знаменит, он герой войны. Он уже не тот выскочка, которого можно было безнаказанно выставить за дверь. Теперь он сам сила, с которой приходится считаться даже самым знатным кланом. И вот тут, друзья мои, чтобы вы окончательно поняли, насколько этот адмирал с перламутровыми пуговицами был ценным кадром, случилась одна история. Та самая, которая доказала, когда ты на вершине, даже враги приползут к тебе с поклоном. И как вы думаете, кто приполз к Томасу? Время летит, наши герои стареют, амбиции растут, а говарды не меняются. Да-да, старая песня о главном. Герцог Норфолк, поправив изрядно помятую гордость, приползает с тем же самым предложением. А не хотите ли вы, господин адмирал, все-таки взять в жены нашу старую добрую Мэри? Если вы сейчас представили, как Томас встает в картинную позу, прижимает руку к сердцу и восклицает «Никогда! Я храню верность одной единственной женщине!», то у меня для вас плохие новости. Самое смешное и циничное в этой истории, что Томас Сеймур опять согласился. Он был абсолютно не против. Да-да, вы не ослышались. Он был не против жениться на Мэри Говард, во второй раз. Потому что, как говорится, нет повести печальнее на свете, чем поиски выгодной невесты. А Мэри – это вам не просто девица, это герцогиня, это имя, это связи, это та самая древняя кровь, которая с Сеймуром совсем не помешала бы. Так что всем, кто верит в искреннюю и вечную страсть Томаса к Екатерине Парр, большой пламенный привет. Томас любил женщин, всех, сразу. И особенно тех, которые могли его куда-нибудь повыше продвинуть, а Екатерина Парр была одной из них. Но, как вы понимаете, эта свадьба снова не состоялась, и причина была все та же. Генри Суррей, брат невесты и по совместительству главный тормоз семейного счастья Говардов. Суррей так ненавидел Сеймуров, что когда зашел разговор о браке, он выдал своей сестре свой гениальный совет. «Слушай, Мэри, зачем тебе этот адмирал? Ты лучше стань любовницей короля Генриха. Будешь крутить им как хочешь, а мы вышвырнем этих Сеймуров на мороз». Мэри Говард, услышав это, пришла в такой неописуемый гнев, что проект брака разлетелся на куски быстрее, чем французский корабль под обстрелом Томаса. А что же Томас? А Томас не сильно отчаивался. Не вышло с Говардами, да и бог с ними. Он посмотрел на все это безобразие, хмыкнул свою адмиральскую бороду и подумал: нет так нет. Вон у меня Екатерина на троне сидит, сохнет по мне, между прочим, уже давно. Да и Генрих того и гляди ноги протянет. А там и до принцесс доберемся. Так что идите-ка вы со своей Мэри куда подальше. И пошел себе красивый, свободный, амбициозный и готовый к новым подвигам. А вы говорите «любовь».
И вот наступает тот самый момент. 28 января 1547 года. Генрих VIII, человек-эпоха, человек-проблема для всех окружающих, испускает последний вздох. Король умер. Казалось бы, все, занавес поднимается, декорации меняются, и мы ждем красивого финала в духе голливудских мелодрам. Екатерина Парр – вдова. Томас Сеймур свободен. Они уже когда-то сказали друг другу «да», их разлучил только деспотичный монарх. Ну же, Томас, лети к ней на крыльях любви, бери кольцо, вставай на колено. Но, друзья мои, если вы приготовили платочки, чтобы вытирать розовые слезы, отложите их в сторону. Сейчас мы будем анализировать, что такое любовь в понимании Томаса. Любил ли он Екатерину? Многие задаются этим вопросом, и мы с вами не исключение. Но давайте просто посмотрим на факты. Перед Томасом в тот момент лежало не 3 дороги, а один очень конкретный список, в котором значились 3 кандидатки. И сюрприз. Екатерина Парр была там вовсе не под номером 1. Представьте себе этот циничный бизнес-план, который Томас набросал в уме, пока еще не остыли похоронные свечи короля. Итак, лот номер 1. Принцесса Мария Тюдор, старшая дочь Генриха. Почему она первая? Все просто до боли. Она следующая в очереди на трон после маленького Эдуарда. Жениться на Марии значит фактически положить руку на трон Англии. Никакой романтики, только голая ослепительная власть. Лот номер 2. Принцесса Елизавета Тюдор. Та самая рыжая девочка. Да, ей всего 13, ему 38. Но когда на кону стоит влияние, кого волнует разница в возрасте? Елизавета – это актив на перспективу. Она молода, она Тюдор, и она ключ к будущему. И лот номер 3 – Екатерина Парр. И только здесь, в самом конце списка, скромно значится наша вдовствующая королева. Та самая, с перламутровыми пуговицами. Она была для него идеальным страховочным вариантом. Тихой гаванью, куда можно зайти, если в открытом океане с принцессами случится шторм. И Томас начал, конечно же, с первого пункта. Он не стал ждать полгода ради приличия. Буквально через пару недель после смерти короля Томас перешел в наступление. Пока вся страна была в глубоком трауре, а принцессы рыдали в своих покоях, наш Томас уже вовсю строчил письма и прощупывал почву. Он официально обратился к Марии. И нет, он не пошел к ней в спальню. Он отправил официальное предложение о браке. Представьте себе картину. Мария Тюдор, женщина строгих правил, вся в черном, окружена четками и молитвенниками. И тут заходит гонец и приносит письмо от Томаса Сеймура. Если Томас рассчитывал на то, что одинокая принцесса бросится в объятия героя-красавца, то он совершил самую крупную ошибку в своей жизни. Мария Тюдор была не просто серьезной, она была оскорблена до глубины души. Для нее, католички и женщины чести, предложение брака через месяц после смерти отца было верхом кощунства. Она ответила ему в своем стиле, вежливо, но так холодно, что у Томаса, наверное, иней на бороде выступил. Суть ее ответа была такой: «Милорд, я нахожу ваше предложение, мягко говоря, неуместным. Мой отец еще не остыл в могиле, а вы уже предлагаете мне свадебный пир? Я не намерена даже думать о браке в ближайшие 2 года. Всего вам доброго и закройте дверь с той стороны». Но наш герой, как вы понимаете, не из тех, кто расстраивается из-за одного отказа. Он просто вычеркнул имя Марии из своего списка, перевернул страницу и посмотрел на пункт номер 2, а там значилось имя Елизаветы. К Елизавете он решил подойти с другой стороны. Почему? Потому что Елизавета была совсем ребенком, и ее судьбу решал не молитвенник, а тайный совет, во главе которого стоял его собственный брат Эдуард Сеймур. И Томас решил разыграть карту государственной важности. Буквально через считанные дни после отказа Марии Томас официально, да-да, на этот раз официально, обратился к совету с просьбой разрешить ему брак с принцессой Елизаветой. Вероятно, он пел песни о том, что принцессе нужна защита, что он верный дядя короля и лучший кандидат, чтобы присматривать за активом Тюдоров. Но тут Томас наткнулся на препятствие,
потяжелее марийского благочестия. Его брат Эдуард Сеймур, хоть и был человеком суровым, дураком точно не был. Эдуард мгновенно считал план брата. И если Томас женится на Елизавете, он становится вторым, а то и первым претендентом на влияние при малолетнем короле. Это прямой вызов власти самого Эдуарда. Женитьба 40-летнего амбициозного волка на 13-летней девочке-подростке пахла не просто скандалом, а государственной изменой. Совет ответил категорическим, жирным и очень громким «нет». Томасу не просто отказали, ему внятно объяснили, что если он еще раз заикнется о принцессах, его адмиральская карьера закончится. Итак, к концу марта 1547 года ситуация у Томаса была патовая. Мария – отказ. Елизавета – запрет совета. И вот тут, друзья мои, он достает из кармана свой последний, самый надежный козырь. Тот самый, который он так бережно хранил все это время. Он поворачивается в сторону Екатерины Пар. Но давайте на время оставим нашего амбициозного адмирала и заглянем в сердце женщины, которая в этой истории была единственной, кто по-настоящему умел любить. Представьте себе 1546 год. Екатерина Пар на пике своего могущества. Она королева Англии. Рядом с ней на троне Генрих VIII. Человек, чье настроение меняется чаще, чем погода над Ла-Маншем. Она его опора. Она сиделка, она его мудрый советник, но ее сердце, оно давно принадлежит не королю, оно отдано тому самому наглецу Томасу, который где-то там в Европе строит из себя героя. И представьте себе эту пытку. Екатерина сидит в парадном зале, а за ее спиной фрейлины весело перешептываются. А вы слышали, наш красавец Сеймур, говорят, уже камзол новый присмотрел для свадьбы с Мэри Говард. Старый Норфолк просто сияет. Сердце Екатерины в этот момент разрывается на куски. Она выбрала его душой, а он просто выбирает вариант повыгоднее. Но что она может сделать? Устроить сцену? Потребовать верности? Она жена Генриха VIII. Одно неверное слово, один намек на чувство к другому мужчине, и ее голова очень быстро встретится с топором палача. Она была слишком умна для таких глупостей. Она просто сидела, держа спину неестественно прямо, и молча глотала эту обиду, понимая, что ее рыцарь сейчас просто занимается бизнесом. И вот, наступает январь 1547 года. Генрих уходит в мир иной. Екатерина – вдова. Теперь-то она свободна, она богата, она вдовствующая королева. Казалось бы, вот он тот самый миг. Сейчас двери распахнутся, и Томас влетит к ней, чтобы упасть на колени. Но в ее покоях по-прежнему только запах воска и тихий шелест черных шелков. А слухи становятся только злее. Февраль. Адмирал Сеймур написал личное письмо принцессе Марии, предлагает ей руку. Март. Томас требует у совета разрешения на брак с малышкой Елизаветой. Совсем страх потерял наглец. Екатерина все это слышит. Каждый вздох, каждую сплетню ей приносят на золотом блюдечке. Она знает, что Мария его отбила. Она знает, что совет выставил его за дверь с его планами на Елизавету. Она понимает все. Она для него даже не второй, а третий пункт в списке. И вот тут, друзья мои, наступает самая настоящая психологическая драма. Она любит человека, который в открытую торгуется за других женщин. Она сидит в своих траурных покоях и ждет, когда он, наконец, исчерпает все свои более выгодные варианты и вспомнит о ней. Прежде чем мы узнаем, что было дальше, дадим слово нашим главным экспертам. Ой, гляньте-ка, наш-то адмирал. Видать, на мель сел. Бегает теперь, как пес шелудивый, от одной калитки к другой. А от принцесс по носу получил, так сразу про вдовушку нашу Катерину вспомнил. Ишь ты, невеста у него забронированная. Позорище, а не мужик. Гнать бы его от ворот, да мокрой тряпкой. И вот дальше хочется действительно задаться вопросом, почему Екатерина Пар не отхлестала этого Томаса мокрыми тряпками? Итак, что же делает наш адмирал? Забудьте об официальных каретах, церемонных письмах и разрешениях. Томас Сеймур решил, что если он не смог войти в королевскую семью через парадный вход, он полезет через форточку.
Буквально. Начинается настоящая шпионская комедия. Наш Томас под покровом ночи начинает пробираться в поместье Екатерины в Челси. Представьте Екатерину. Она сидит в трауре, вся в мыслях о вечном. И тут в окно заваливается адмирал в помятом бархате. Это было так глупо, так опасно и так романтично, что ее сердце, привыкшее к скучным протоколам, просто не выдержало. Естественно, первый вопрос Екатерины был логичным. «Томас, какого черта? Я слышала о письмах Марии. Я знаю про Елизавету. Ты что здесь делаешь?» И вот тут Томас выдает ответ, достойный величайших драматургов. Он смотрит на нее самыми честными-пречестными глазами в мире и говорит нечто в духе: «О, любовь моя, ты действительно думала, что мне нужны вот эти какие-то девчонки? Да я просто отводил от нас глаза совета. Я специально злил брата и сватался к принцессам, чтобы все решили, что я охочусь не за тобой». Это был отвлекающий маневр, дымовая завеса. Все это ради того, чтобы они потеряли бдительность, и я мог тайно прийти к тебе. Это было так нагло, так кинематографично и так наивно, что в это хотелось верить. Он рисовал себя не бабником-неудачником, а жертвенным героем-шпионом, который страдал в переписке с Марией только ради одного взгляда Екатерины. Друзья мои, это мы с вами, сидя по эту сторону экрана в 21 веке, конечно, все понимаем. Мы качаем головами и хором кричим: «Катя, не верь ему! Он же врет и не краснеет, глянь в его список! Ты же там под номером 3!» Ну давайте будем честны. Легко судить со стороны, когда в руках смартфон, а не разбитое сердце. Сколько раз каждый из нас совершал глупости, когда влюблен. Екатерина Парр была не просто королевой, она была женщиной, которая годами жила в золотой клетке с капризным и пугающим Генрихом. И тут появляется он, ее Томас. Он перелез через заборы, пачкал свои драгоценные чулки в садовой грязи и, запыхавшись, смотрел на нее теми самыми глазами. Знаете, такими почти по-детски наивными и обезоруживающе честными, какие бывают только у самых искусных авантюристов. Это подкупает. Когда человек такого масштаба совершает ради тебя подобную подростковую глупость, рациональное мышление отключается. Верила ли она ему? Возможно. Хотела ли она верить? Безусловно. И Екатерина сдалась. В ту ночь, среди шепотов и лунного света, она не просто простила его походы к Марии и Елизавете, она их вычеркнула из своей памяти. Она согласилась снова стать его невестой, на этот раз по-настоящему. Итак, соглашение было достигнуто. Екатерина Парр, вдовствующая королева Англии, официально, пусть и тайно, вручила свою судьбу в руки адмирала Сеймура. Это было начало их самого счастливого и самого опасного времени. Они решили не ждать одобрения совета, не ждать окончания траура. Они решили играть по-крупному. Ах, друзья мои, женское милосердие граничит с безрассудством. Но в этом и есть прелесть Екатерины. Она знала, что покупает билет на «Титаник», но музыка играла так красиво, а капитан был так хорош собой, что она решила: плывем. Поставьте лайк, не дайте музыке смолкнуть слишком рано. Но давайте присядем поближе и разберем этот момент, который стал началом конца для самой мудрой женщины Англии. Знаете, в истории часто бывает, человек может управлять целым королевством, но пасует перед одним единственным «хочу» собственного сердца. Екатерина Парр допустила ошибку, которую мы с вами, глядя из 21 века, видим как на ладони. Но для нее это был один единственный шанс на счастье. Итак, шаг первый. Свадьба под покровом ночи. Давайте заглянем в май 1547 года. С момента похорон Генриха VIII прошло всего 4 месяца. Для тех времен это было не просто рано, это было скандально, кощунственно. Приличия требовали года траура, молитв и уединения. Но Томас Сеймур, как мы помним, не умел ждать, а Екатерина не хотела больше терять ни минуты.
Как это было? Это не был пышный праздник с трубачами. Представьте, маленькая комната, тусклый свет свечей, пара верных слуг, которые пообещали молчать до гроба, и священник, который, скорее всего, дрожал от страха, понимая, чьи руки он соединяет. Почему же тайна? Ответ прост и страшен. Потому что это государственная измена. По закону вдовствующая королева не имела права выходить замуж без официального разрешения тайного совета. А теперь представьте этот тайный совет. Его возглавляет старший брат Томаса, Эдуард Сеймур. Он ненавидел амбиции брата и никогда бы не позволил ему стать отчимом короля и принцесс. И Томас это понимал, Екатерина это понимала, и они решили пойти ва-банк. Итак, в мае 1547 года в Англии появилась тайная семья. Днем Екатерина продолжала играть роль скорбящей вдовы, а ночью Томас прокрадывался в ее покое как законный, но нелегальный муж. Они жили в этом странном пространстве, зная, что рано или поздно правда выплывет наружу. А теперь добро пожаловать во второй акт нашего тюдоровского балета. Если первый шаг был романтичным и тайным, то второй – это чистый цинизм, от которого даже у современных психологов могли бы пойти мурашки. Томас Сеймур понимал, их тайный брак с Екатериной – это юридическая петля на его шее. Чтобы ее снять, ему нужен был не кто-нибудь, а сам король. Итак, шаг второй. Добрый дядя против злого дяди. Представьте себе будни маленького короля Эдуарда VI. Ему всего 9 лет, но на его плечи взвалили целую страну. Старший дядя Эдуард – настоящая зануда и диктатор. Он заставляет мальчика учить латынь по 8 часов в день, заставляет присутствовать на скучных советах и следит, чтобы тот не съел лишнего пирожного. Для него король – это государственный инструмент. И вот дядя Томас, адмирал, полная противоположность. Он влетает в покои племянника с веселым смехом, треплет его по плечу и запускает руку в карман. Это звучит по-адски, но Томас Сеймур буквально подкупал собственного племянника короля. В то время как протектор контролировал каждую копейку из казны, Томас втихую совал мальчику в ладонь золотые монеты. «Это тебе на твои маленькие нужды, мой мальчик», – шептал он. «Не говори дяде, а то он у нас слишком строгий». Пока протектор читал лекции о долге, Томас приносил запретные деликатесы и рассказывал морские байки. Он стал для ребенка единственным другом, тем самым крутым дядей, который всегда на твоей стороне. А зачем это было нужно? Томас готовил почву. Когда ребенок-король был полностью очарован, адмирал подсунул ему бумагу и перо. Он убедил мальчика, что бедной и одинокой Екатерине Парр очень нужен муж, который бы о ней заботился. И кто может быть лучше его любимого дяди Томаса? В итоге 9-летний король написал письмо Екатерине Парр, где фактически сватал ее за собственного дядю. И вот, письмо у Томаса в кармане. Наступил июнь 1547 года, момент, когда тайное решило стать явным. Невозможно вечно прятать адмирала Англии в садах вдовствующей королевы. Слуги шептались, прачки хихикали, а когда Томас начал вести себя в Челси как полноправный хозяин, все стало ясно. Когда новость о свадьбе долетела до тайного совета, там случился коллективный инфаркт. По законам Генриха VIII брак с вдовствующей королевой без согласия совета – это государственная измена. За это не просто штрафовали, за это укорачивали на голову. Лорд-протектор Эдуард Сеймур был вне себя от ярости. Он понял, что младший брат не просто сходил налево, а залез на самую вершину власти, обманув всех. Томаса вызвали на ковер. Обстановка была накалена до предела. Его брат уже, вероятно, мысленно заказывал камеру в Тауэре. А вот тут адмирал с самой наглой улыбкой в мире достает из кармана помятый листок, письмо от 9-летнего короля. Это был шах и мат. Томас заявил: «Вы говорите измена, но посмотрите сами, его величество, мой племянник, и ваш король собственноручно просил меня позаботиться о леди Екатерине и стать ее мужем. Кто здесь идет против воли короля, я или вы?»
Совет замер. Юридически Томас прикрылся идеально. Обвинить его в измене теперь означало признать короля Эдуарда недееспособным или лжецом. Совету пришлось проглотить эту обиду, но яд ненависти уже начинал действовать. Если совет был в ярости, то принцесса Мария была в глубоком трауре во второй раз. Для нее этот брак спустя всего 4 месяца после смерти отца был оскорблением памяти Генриха VIII. Она отказалась поздравлять пару. Более того, она написала письмо Елизавете, пытаясь убедить сестру переехать к ней, чтобы не участвовать в этом бесчестии. Весь двор разделился. Одни восхищались наглостью Сеймура, другие брезгливо отворачивались. Но факт оставался фактом. Томас стал отчимом короля и принцесс. Он победил. Итог. Томас Сеймур легализовался. Теперь он официально жил в Челси, распоряжался деньгами Екатерины и каждый день видел 13-летнюю Елизавету. Скандал со свадьбой начал утихать, но именно в этой тишине зародилась новая, куда более страшная угроза. А теперь, друзья мои, давайте поймем, как так вышло, что принцесса крови, будущая королева Англии, оказалась в самом центре этого любовного и политического скандала. Давайте разложим это по полочкам, чтобы все стало понятно. По закону и традиции того времени, после смерти короля, его несовершеннолетние дочери оставались на попечении вдовствующей королевы. Елизавета не переезжала к Екатерине в Челси после скандала. Она уже жила с ней. Это был ее дом, ее семья, ее привычный круг общения. Екатерина Пар была не просто женой папы. Она была блестяще образована, добра и искренне любила Елизавету. Именно Екатерина следила за ее учебой, выбирала учителей и дарила то тепло, которого девочка была лишена всю жизнь. Для Елизаветы Екатерина была всем. Когда правда о тайном браке Екатерины и Томаса Сеймура выплыла наружу, старшая сестра, принцесса Мария, была в ужасе. И, как вы помните, она написала письмо сестре с требованием переехать к ней. Но она предпочла остаться. Почему? Потому что любовь сильнее страха. Она не могла бросить Екатерину. В глазах 13-летней девочки Мария была холодной и строгой, а Екатерина родной и теплой. Уйти к Марии означало предать единственного человека, который по-настоящему о ней заботился. И давайте не забывать, что Елизавета была подростком. Ей нравилась атмосфера в доме Екатерины. Там было весело, там читали новые книги. Там был блестящий Томас Сеймур. Уехать к Марии означало сменить жизнь, полную движения, на бесконечные молитвы и траур. И, конечно, она верила мачехе. Екатерина наверняка убедила девочку, что все в порядке, что король Эдуард их благословил, и никакой опасности нет. Но пока во дворце Челси делали вид, что все идет своим чередом, наши прачки уже выносят на берег Темзы корзины с грязным бельем. И куда же Екатерина смотрит, вздыхает одна. Умная баба, королева, а будто ослепла от любви своей. Девчонка-то расцветает, как роза майская, а этот коршун уже когти точит. Ох, не доведет это до добра, помяните мое слово, сожрет он и бабу, и девку, и нас всех в придачу. Итак, загородный богатый дом. Красивое поместье, сады, река, птички поют. Здесь живет муж и жена, Томас Сеймур и Екатерина Пар. С ними девочка-подросток. Это не их общая дочь, это дочь покойного короля, падчерица. И вот здесь начинается то, что вообще не должно было происходить ни в каком веке. Представьте себе раннее утро, лето, солнце только встает, слуги еще шаркают по коридорам, разнося воду для умывания. В своей комнате, в своей постели, еще не встав, лежит юная принцесса Елизавета. Ей 14 лет. Она еще в ночной рубашке. И вдруг дверь распахивается, без стука, без предупреждения. В комнату вваливается он, Томас Сеймур, здоровенный мужик, под 40, адмирал. Он еще не одет для выхода, может быть в халате, может быть в ночной рубашке, может быть вообще в чем мать родила, потому что историки деликатно именно на это и намекают.
«Доброе утро, моя дорогая!» — гремит его голос. «А почему это ты еще в постели? А ну-ка, подъем!» И он подходит к кровати и начинает щекотать ее, или, хуже того, шлепать пониже спины, прямо по одеялу, а может и под одеялом. Ну, кто ж разберет? Елизавета сначала вздрагивает, потом пытается увернуться, зарыться в подушку, натянуть одеяло до подбородка, но он не унимается, он хохочет, он в хорошем настроении, ему весело. Да ладно, чего ты стесняешься? Мы ж все свои люди. А за дверью стоит гувернантка Кэт. В ужасе прижимает руки к груди. Кэт Эшли пытается вмешиваться. Она говорит Томасу: «Сэр, это неприлично. Что скажут люди? Что подумают слуги?» А Томас только отмахивается. «Божьей душой клянусь, я ничего дурного не имею в виду и не собираюсь прекращать». И не прекращает. Мы не знаем, что точно чувствовала Елизавета. Историки спорят до сих пор. Кто-то говорит, что она была польщена вниманием такого мужчины. Кто-то, что она была в ужасе и просто не знала, как отказать, потому что он лорд-адмирал, а она всего лишь принцесса, без денег и власти. Но одно мы знаем точно. Она начала вставать раньше. Да, раньше, чем обычно. Чтобы когда этот здоровенный мужик вломится в ее спальню, она была уже одета полностью, с ног до головы. Чтобы под одеялом не торчали голые пятки. Чтобы ночная рубашка не обрисовывала фигуры. Чтобы он не заставал ее врасплох. Представляете эту картину? 14-летняя девочка вскакивает ни свет ни заря, натягивает платье, зашнуровывается, застегивается, приводит себя в полный порядок, только чтобы избежать утреннего визита любви своего отчима. Чтобы он, войдя, увидел не сонную, беззащитную, полураздетую девчонку, а принцессу, собранную и неприступную. Это ли не крик о помощи? Это ли не сигнал, что происходит что-то неправильное? Ну а теперь, конечно же, единственный логический вопрос, который вертится на языке у каждого. А что же Екатерина? Ну серьезно, да будь ты хоть 100 раз влюбленной женщиной, хоть 100 раз ослепленной страстью, хоть 100 раз благодарной за то, что этот мужчина наконец-то обратил на тебя внимание. Но неужели ты не видишь, что происходит у тебя под носом? Не видела? Ну, видимо, не видела. Хотя нет, скорее всего, видела. И не просто видела. Гувернантка Кэт Эшли, как мы помним, била тревогу постоянно. Она говорила Екатерине прямо: «Ваше Величество, это безобразие. Он ходит к ней в спальню. Он шлепает ее, слуги судачат». Екатерина отмахивалась. «Это просто шутки, Кэт, ты преувеличиваешь». Но если тебе об одном и том же говорят раз за разом, если ты сама замечаешь странные взгляды, если твой муж слишком часто оказывается там же, где и твоя падчерица, значит, ты выбираешь не замечать. Знаете, есть такой защитный механизм психики. Когда реальность слишком страшна, чтобы ее принять, мозг включает программу «все нормально, это просто игра, ничего особенного не происходит». Особенно, если ты женщина, которая ради этого мужчины пошла на все, которая ждала его годами, которая вышла за него тайно, практически сразу после смерти мужа, рискуя репутацией, положением, всем, которая наконец-то счастлива, беременна и строит планы. И тут вдруг осознать, что твой муж, отец твоего будущего ребенка, на самом деле охотится за твоей падчерицей, что все его клятвы в любви – это просто слова, а настоящая цель совсем другая, юная, свежая, королевская кровь. Проще было не замечать, проще было отмахиваться, проще было верить в то, что это просто шутки, потому что если признать правду, рухнет все – и любовь, и брак, и будущее, и самоуважение. И Екатерина выбрала не замечать. День за днем, неделя за неделей. А потом произошел случай настолько абсурдный, настолько чудовищный, что когда читаешь об этом в хрониках, хочется протереть глаза и перечитать заново. Потому что такого просто не может быть. Но это было. Представьте себе, лето 1548 года, Челси. Томас Сеймур, как обычно, развлекается с Елизаветой. Ей уже почти 15. Она расцвела, она хороша. И он не может удержаться. Шутки, возня, смех. И вдруг Томас в порыве своей невинной игры хватает девочку, обнимает, прижимает к себе. А дальше больше.
Екатерина, которая стоит рядом, вместо того, чтобы возмутиться, вместо того, чтобы выгнать мужа вон, вместо того, чтобы защитить ребенка, вдруг тоже включается в игру. Она подходит к Елизавете, в руках у нее нож. И начинает резать этим ножом платье Елизаветы. Да-да, вы не ослышались. Ножом платье на девочке. Историки описывают эту сцену. Екатерина Парр, вдовствующая королева Англии, женщина умная, набожная, автор религиозных трактатов, будучи беременной, собственноручно режет платье своей падчерицы, пока ее муж держит эту девочку. Что это было? Зачем? Почему? Объяснение, которое дошло до нас, звучит так. Они играли. Томас держал Елизавету, а Екатерина, шутя, разрезала ее платье на куски, и все трое якобы смеялись. Потом, когда начнутся разбирательства, сама Елизавета будет вспоминать эту сцену и скажет, что да, было такое, но добавит важную деталь. Ей было очень неловко. Она не понимала, зачем все это. А теперь давайте вдумаемся в эту картину. Взрослый мужик, под 40, держит девочку под руку. Беременная женщина, его жена, режет на этой девочке одежду ножом. И все смеются. Что здесь вообще происходит? Психологи бы сказали, Екатерина пыталась контролировать ситуацию. Она не могла остановить мужа, не могла запретить ему смотреть на Елизавету, не могла признать, что происходит что-то неправильное. Но она могла присоединиться, сделать вид, что это просто игра, что она тоже участвует, что все под контролем. Если ты сам режешь платье, значит это не домогательство, а просто дурачество. Если ты смеешься, значит ничего страшного не происходит. Если ты рядом, значит ты не жертва, не обманутая жена, а полноправный участник. Друзья мои, мне сейчас, когда я представляю эту картину, стыдно. Стыдно за всех участников этой сцены. За Томаса, который не понимал границ. За Екатерину, которая выбрала не защитить ребенка, а присоединиться к абсурду. За то, что девочке пришлось через это проходить. В XVI веке это называлось невинные шалости. Слуги, которые все видели, молчали, потому что кто они такие, чтобы осуждать лорда-адмирала и вдовствующую королеву. Гувернантка била тревогу, но ее никто не слушал. Сама Елизавета, потом став королевой, вообще запретит говорить на эту тему. Но мы-то знаем, это было. И это та самая черная тень, которая ляжет на всю историю Томаса Сеймура. И однажды эта тень его и накроет с головой. Но самого главного-то мы и не сказали. Именно в те дни, когда в доме творилось это безумие, случилось то самое чудо, которого никто не ждал. Екатерина забеременела. Представляете, по меркам XVI века почти старуха для первых родов. После 3 браков, после стольких лет замужества она считалась бездетной. И вдруг беременность, последний шанс, последний глоток надежды для женщины, которая уже и не мечтала о своих детях. И вот тут включается та самая жестокая ирония судьбы. Екатерина, которая должна была бы наслаждаться своим положением, которая должна была бы окружить себя заботой и покоем, вынуждена участвовать в этом дурацком спектакле. Бегать с ножом, смеяться, когда хочется плакать, делать вид, что все в порядке, когда внутри все кричит. Но чем глубже заходила беременность, тем тяжелее ей было играть эти роли. Живот рос, силы таяли. Организм готовился к главному испытанию. Екатерина все чаще оставалась в своих покоях, возилась с приданным, выбирала пеленки, думала о будущем ребенке. А Томас оставался с Елизаветой 1 на 1. И однажды, друзья мои, случилось то, что поставило точку во всей этой истории. То, после чего делать вид, что ничего не происходит, стало невозможно даже для самой ослепленной любовью женщины. Представьте себе этот момент. Екатерина, тяжело ступая, с огромным животом, идет по коридору своего дома. Может быть, искала мужа. Может быть, просто решила проведать падчерицу. Открывает дверь и замирает. Томас и Елизавета стоят, обнявшись. Не как дядя и племянница, не как отчим и падчерица, а как мужчина и женщина, тесно прижавшись друг к другу. Екатерина смотрит на эту картину, смотрит
И, наконец, видит. Не невинные шалости, не игры любящего дядюшки, не просто дурачество, а то, что было у нее под носом все это время, то, от чего она так упорно отмахивалась. Ее муж обнимает другую, молодую, красивую. И вот тут, друзья мои, позвольте мне высказать свое личное мнение, потому что историки, знаете ли, любят говорить красиво. Екатерина отослала Елизавету, чтобы оградить девочку от домогательств мужа. Благородно? Да, заботливо, правильно. Мачеха-защитница, спасающая падчерицу от развратного отчима. Только вот незадача. Ограждать девочку от Томаса нужно было еще до утренних визитов в спальню, до того, как слуги начали перешептываться, до того, как гувернантка забила тревогу. Хвататься нужно было не за нож, а за голову. И если бы Екатерина действительно хотела защитить Елизавету, она бы отправила ее прочь в тот самый момент, когда Томас впервые переступил порог ее спальни, или лучше отправила бы Томаса подальше, на флот, в экспедицию, куда угодно. Но она не отправила. Почему? А вот теперь, глядя на сцену с объятиями, давайте честно спросим себя, что двигало Екатериной в тот момент, когда она приняла решение отослать девочку? Неужели забота о нравственности падчерицы? Или, может быть, банальная, человеческая, жгучая ревность? Поставьте себя на ее место. Глубокая беременность, страх умереть родами, а в XVI веке это случалось сплошь и рядом. И тут вы застаете своего мужа в объятиях молодой красотки с королевской кровью, той, которая, если вы умрете, легко займет ваше место в его постели, в его сердце, в его планах. И вы хотите сказать, что, глядя на это, женщина думает: «О, надо спасти девочку от домогательств». Да, она думает: «Убери свои руки от моего мужа, маленькая дрянь». Простите за цинизм, но такова жизнь и такова психология. Конечно, официальная версия звучит благородно. Елизавету отослали для продолжения образования. Все чинно, благородно, по-королевски. И знаете, что самое страшное? Даже после этого Екатерина не прогнала Томаса, не вышвырнула его вон. Она продолжала его любить, продолжала надеяться, что все наладится. Потому что женское сердце, оно такое. Даже когда видит правду, до последнего цепляется за иллюзию. Но иллюзии имеют свойство рушиться. И это рухнет совсем скоро, вместе с жизнью самой Екатерины. Елизавету отослали в течение недели. Они прощались, плакали, потом писали друг другу письма, полные любви и оправданий. Но правда оставалась в воздухе. Мачеха и падчерица больше никогда не увидятся. 30 августа 1548 года. Представьте этот день. Вдовствующей королеве 36 лет. По тем временам возраст почти библейский для первых родов. Но природа оказалась милостива. Роды начались, и на свет появилась здоровая, крепкая девочка. Малышку назвали Мэри. Это был не просто выбор имени, а глубокий реверанс в сторону принцессы Марии Тюдор. Да, друзья мои, перед лицом новой жизни старые обиды отступили. Кровавая Мэри смягчилась и согласилась стать крестной матерью девочки и даже подарила ей свое имя. В те дни казалось, что в семье Сеймуров наконец-то воцарил мир. Томас Сеймур был вне себя от восторга. Он строчил письма во все концы страны, хвастаясь, какая красавица у него родилась. На мгновение этот авантюрист действительно выглядел как счастливый отец. Но это была лишь короткая передышка перед бурей. На второй, третий день реальность XVI века ударила наотмашь. Антисанитария, грязные руки повитух и отсутствие лекарств сделали свое дело. У Екатерины началась родильная горячка – сепсис. И вот здесь произошло то, что потрясло всех присутствующих. Женщина, которая годами была образцом сдержанности и мудрости и терпения, вдруг сломалась. Высокая температура сожгла ее самообладание. «Я плохо защищена. Те, кто вокруг меня, только смеются над моим горем», – кричала она в бреду. Она больше не молчала. Екатерина обвинила Томаса во всем – в его изменах, в его наглых играх с Елизаветой, в его холодном расчете. Она кричала ему в лицо, что его забота – это ложь, и что ему выгодна ее смерть. В эти последние часы она наконец-то выплеснула всю ту боль, которую копила в себе с момента тайной свадьбы.
5 сентября 1548 года Екатерина Пар, женщина, которая смогла укротить Генриха VIII и пережить его золотую клетку, закрыла глаза навсегда. Ей было всего 36. Она не смогла пережить этот брак, который должен был стать ее спасением. Он стал ее концом. После себя она оставила дочь, крошечную Мэри Сеймур, которой было всего несколько дней от роду, девочку, которая никогда не узнает свою мать, и Томаса. Томас остался один, свободный, красивый адмирал, дядя короля, с маленькой дочкой на руках. А что же было дальше, друзья мои? А дальше начинается агония, последний акт этой трагедии, в котором наш герой, ослепленный амбициями, сделает ставку ва-банк и проиграет окончательно и бесповоротно. После смерти жены Томас Сеймур вдруг понял главное – теперь он свободен. А на горизонте Елизавета, юная, свежая, с королевской кровью в жилах. Та, которую, как он наивно полагал, уже практически у него в кармане. И вот тут включается юридический нюанс. Дочь короля, на секундочку, наследница трона, пусть и не первая, но кто его знает, как она жизнь повернется. Чтобы жениться на такой особе, как мы помним, нужно было разрешение того самого тайного совета. А в совете, как мы помним, сидел тот самый родной брат Эдуард, который уже однажды Томасу популярно объяснил, что с принцессами надо бы завязывать. И если вы думаете, что Томас взял цветы, надел парадный мундир, пришел в совет, встал на колени и честно попросил руки Елизаветы, вы снова забываете, с кем имеете дело. Он же понимал, что ему откажут, поэтому решил действовать старым добрым способом, через окно, тайно, по проторенной дорожке. А разница была лишь в том, что он перепутал Елизавету с Екатериной. Итак, представьте себе, осень 1548 года. Елизавете 15. Она живет под присмотром сэра Энтони Дени. Казалось бы, далеко от Томаса, в безопасности. Но не тут-то было. Томас начинает настоящую шпионскую операцию. Он нанимает людей, подкупает слуг, окружает девушки своими информаторами. Все, кто рядом с ней, от казначея Томаса Перри до гувернантки Кэт Эшли, той самой, так или иначе начинают работать на него. Они нашептывают Елизавете, какой Томас замечательный, передают ей письма, создают образ прекрасного лорда, который сходит с ума. И знаете что? Скорее всего, Елизавете это льстило. Да, она краснела, когда упоминали его имя. Да, она даже улыбалась, потому что это был первый мужчина в ее жизни, который посмотрел на нее не как на дочку казненной Анны Болейн и не как на незаконнорожденную принцессу, а как на женщину. Первый, кто сказал ей: «Ты красивая, желанная, ты мне нужна». Для 15-летней девочки, выросшей в тени страха и унижений, это было мощнейшее зелье. Но вот тут, друзья мои, мы подходим к самому важному моменту. Вот что делает из юной принцессы настоящего политика и дипломата. Вот где проявляется та самая железная хватка, которая позже сделает ее величайшей королевой. Елизавета прекрасно понимала, любовь – это хорошо, но головой рисковать нельзя. И Елизавета делает то, что не сделала бы ни одна влюбленная дура. Она не говорит «да», не бежит к нему в объятия, не впускает в окно, не клянется в вечной любви. Она говорит холодно, дипломатично, с поправкой на будущее. Я выйду замуж только с позволения короля и тайного совета. Если они скажут «да», я приму любое их решение. Если скажут «нет», значит «нет». Представляете, 15 лет. Казначей Томас Перри, подосланный Сеймуром, прямо спросил ее: а если совет не будет против, вы бы согласились выйти за лорда-адмирала? И тут Елизавета, говорят, помрачнела лицом и выдала вторую гениальную фразу: «Когда придет время, я сделаю так, как Бог мне положит на душу». Это не ответ, это уход от ответа, это дипломатия высшего пилотажа. Ни да, ни нет, ни тебе, ни нам. И главное, никаких доказательств. И когда Томас в своей самоуверенности продолжал слать письма и подкупать слуг, Елизавета ему просто не отвечала. И вот ее знаменитая фраза, брошенная потом,
когда Томасу отрубили голову. В этот день умер человек великого ума и очень малого суждения. Она не плакала, не рыдала, она просто констатировала факт и сделала выводы на всю оставшуюся жизнь. Вот так, друзья мои, в свои 15 лет девочка, которую многие считали наивной и уязвимой, проявила себя как будущая львица на троне. Она не позволила сердцу править головой. И именно поэтому она выжила. А Томас Сеймур нет. Но на этом мы ненадолго попрощаемся с Елизаветой. О ней, о ее невероятном пути и стальном характере у нас обязательно будет отдельный большой ролик. А сейчас возвращаемся к Томасу Сеймуру, чья история стремительно неслась к обрыву. Когда все политические интриги провалились, а Елизавета оказалась крепким орешком, в душе адмирала поселилась настоящая агония. Он понял, время уходит, брат-протектор сжимает кольцо, и нужно действовать ва-банк. Представьте себе ночь на 16 января 1549 года. Огромный холодный замок, тонущий в тенях. Томас Сеймур, человек, который когда-то был любимцем короля и мужем королевы, крадется по коридорам, как обычный вор. План был безумен и прост. Выкрасть маленького короля Эдуарда VI из его собственной спальни. Томас верил, что если монарх будет в его руках, он продиктует свои условия всей Англии. В кармане у него лежал пистолет. Зачем брать пистолет, идя к ребенку-племяннику? Ответ знает только сам Томас, но это решение стало для него роковым. Он подошел к дверям королевской опочивальни. Тишина. Но у самого порога спал верный друг короля, маленький спаниель. Почувствовав чужака, пес вскочил и залился громким лаем. В ту секунду адмирал Англии потерял самообладание. То ли от страха, то ли от ярости. Он выхватил пистолет и выстрелил в собаку. Пуля оборвала жизнь верного пса, но грохот выстрела разорвал ночную тишину дворца. Спустя пару секунд коридор заполнился гвардейцами. Томаса Сеймура схватили на месте преступления с оружием в руках у дверей короля. Это была не просто глупость, это была государственная измена в чистом виде. А дальше следствие, арест, Тауэр, допросы. Все всплыло. И попытки жениться на Елизавете, и подкуп слуг, и тайные письма, и планы захватить короля. Против Томаса выдвинули 33 пункта обвинения в государственной измене. 25 февраля 1549 года парламент принял биль об опале. Приговор без суда, просто по решению Палаты лордов. 20 марта того же года Томаса Сеймура вывели на Тауэр-Хилл. Ему было около 40 лет, четвертый сын из скромной семьи джентри, который сумел пробиться к самым вершинам власти, стать адмиралом, мужем королевы, дядей короля, и который рухнул с этой вершины в одночасье. И вот топор опустился, голова покатилась. И в истории Томаса Сеймура можно поставить точку. После казни Томаса все его имущество, золото и земли были конфискованы короной. Маленькая Мэри, дочь королевы Англии и адмирала, в один миг превратилась в нищую сиротку, у которой не оказалось даже собственной колыбели. Девочку отдали на воспитание герцогини Саффолк. Она была близкой подругой Екатерины Пар, но даже эта дружба не выдержала испытания реальностью. Сохранились письма герцогини, в которых она буквально заваливает правительство жалобами. Ей не хватало денег на содержание маленькой Мэри, на ее платье, на ее нянек. Звучит цинично, да, но таков был этот век. Ребенок без наследства был лишь обузой, напоминанием о чужих грехах. Самое печальное в этой истории – это тишина. Записи о Мэри Сеймур обрываются слишком рано. Последнее упоминание о ней в документах относится к 1550 году, когда ей было всего 2 года. Ей вернули часть земель отца, но она ими так и не воспользовалась. Большинство историков сходятся в одном – девочка не пережила раннего детства. В те времена детская смертность косила и бедняков, и королей. Скорее всего, она тихо угасла в одном из поместий, так и не узнав, кем была ее мать, и какой яркий костер зажег в истории ее отец.
Ну а теперь давайте приоткроем завесу над тем, что же стало с родом нашей Екатерины Парр. Это и правда настоящая детективная история, где одни двери закрываются навсегда, а другие ведут в роскошные залы, которые процветают и в наши дни. Если вы захотите найти прямых потомков самой Екатерины, то, увы, ваши поиски закончатся ничем. После нее не осталось никого. Ее единственная дочь Мэри исчезла в тумане истории совсем малютка. Брат Уильям, блестящий вельможа, был женат трижды, но так и не оставил законных наследников. С его смертью в 1571 году мужская линия Парров и их громкие титулы просто перестали существовать. Сестра Энн, а вот здесь настоящий сюжетный поворот. Энн Парр, родная сестра королевы, оказалась куда удачливее. Она вышла замуж за графа Пембрука. Итог. Родственники Екатерины по линии ее сестры не просто выжили, они стали одной из самых могущественных семей Англии. Сегодня их потомки носят фамилию Герберт и живут в великолепном поместье Уилтон-хаус. Друзья мои, а что же стало с фамилией Сеймур? Живы ли эти люди сегодня? Ну, как вы помните, потомков Томаса Сеймура не осталось. А вот его старший брат Эдуард, тот самый осторожный и расчетливый, вот он плодился очень даже неплохо. И по сей день, друзья мои, Сеймуры не только живы, но и здравствуют. Они носят титул герцогов Сомерсет, владеют землями, женятся, рожают детей. И надо думать, иногда смотрят в зеркало и видят там отблеск тех самых авантюрных глаз своего предка. Но самое интересное, знаете, не в этом. Самое интересное – это одна история, которая случилась много позже, когда и Томас, и Эдуард, и Генрих VIII давно превратились в портреты на стенах галерей. Так вот, жила-была семья Спенсер, тоже древний род, тоже с амбициями, тоже с королевской кровью в жилах. И вот однажды среди этих Спенсеров нашелся кто-то, кто решил породниться с Сеймурами. Вот так кровь Сеймуров смешалась с кровью Спенсеров и пошла гулять по жилам новых поколений. А время шло, годы сменяли друг друга, стирая грани между эпохами. Менялись короли, рушились империи, а кровь текла себе дальше, не спрашивая разрешения. И вот, в 20 веке, 1 июля 1961 года в семье Спенсеров родилась девочка. Ее назвали Диана. Диана Фрэнсис Спенсер. Да-да, друзья мои, та самая Диана, которую мир позже назовет королевой людских сердец. Та самая, чья свадьба с принцем Чарльзом собрала у экранов полмира. Та самая, чья трагическая гибель заставила рыдать целую планету. В ее жилах текла кровь Спенсеров, а в жилах Спенсеров кровь Сеймуров. Так что, когда вы смотрите на современных принцев Уильяма и Гарри, знайте, в них течет эта кровь, кровь Сеймуров. Кровь Томаса, который почти 500 лет назад лазил по заборам к королевам и погиб из-за собственных амбиций. Друзья мои, но мы не можем закончить эту историю без самого главного, без ее призрака. Потому что, как вы понимаете, настоящая английская леди не успокоится, пока не превратится в местную достопримечательность. И Екатерина Парр не исключение. Итак, похоронили Екатерину в замке Садли, в часовне Святой Марии. Скромно, тихо, без особых церемоний. Мужу было не до того. И лежала бы она там мирно веками, если бы не гражданская война, во время которой часовню разграбили, и могила королевы затерялась. И вот, спустя годы, в 1782 году, местный фермер по имени Джон Лукас заметил в руинах часовни странную плиту, под которой оказался свинцовый гроб. Как любой нормальный человек, он не удержался, открыл его. И тут, друзья мои, начинается мистика. Тело Екатерины сохранилось практически идеально. Кожа была белой и влажной, будто женщина умерла пару дней назад. Но Лукас, вместо того, чтобы перекреститься и закопать обратно, решил взять сувениры на память.
Отрезал локон волос, выдернул зуб, отхватил кусочек ткани от платья. И вот тут, говорят, начались проклятия. Лукас сошел с ума, интересно с какого, и умер скоропостижной смертью. А гроб продолжали раскапывать снова и снова. Чуть позже пьяные могильщики, нанятые, чтобы перезахоронить королеву поглубже, устроили настоящий шабаш. Вытащили тело, танцевали с останками, повыдирали волосы, повыбивали зубы, а потом закопали гроб вверх дном. В 1817 году гроб снова достали. Он был перевернут, а останки превратились в беспорядочную кучу костей, несколько лоскутков ткани и волос. И только в 1861 году, когда замок выкупили новые владельцы, Екатерину наконец-то захоронили по-человечески в роскошной гробнице с мраморным изваянием под готическим балдахином. Но, видимо, этих мытарств оказалось достаточно, чтобы дух королевы не успокоился. Сегодня, если вы приедете в замок Садли, местные жители и персонал с уверенностью вам расскажут. Екатерина Пар бродит по коридорам по сей день. Версии называют разные. Одни говорят, что ее призрак появляется именно потому, что тело потревожили несколько раз. Нехорошо это, когда покойников дергают туда-сюда. Другие, что она просто ищет свою дочь Мэри, которой не успела стать матерью. Называют ее «дама в голубом». Почему в голубом? Потому что, как считается, голубой был ее любимый цвет. И если верить очевидцам, она появляется внезапно, высокая, стройная, в длинном платье, с прической эпохи Тюдоров. Иногда от нее пахнет яблочным парфюмом, а иногда слышен плач ребенка рядом. Так что, друзья мои, если соберетесь в Англию, в замок Садли, и встретите там грустную даму в голубом, не пугайтесь. Это просто Екатерина Пар. Все еще ищет свою дочку. Уже почти 5 веков. А нам остается только пожелать ей удачи и надеяться, что однажды их души все-таки встретятся где-то там, за гранью. Ну а мы на этом заканчиваем историю 6 жен Генриха. Но с самим Генрихом мы не расстаемся. Мы не имеем права вам не рассказать о его сестрах, о его лучшем друге, о тех, без кого бы мы никогда не пришли ни к королеве 9 дней, ни к Марии Стюарт, ни к той, которая сделает Англию великой. Так что мы не прощаемся, мы все только начинаем. Итак, жил-был в Англии один человек. Звали его Чарльз Брэндон. Ну что, друзья мои, а ведь я предупреждал, что этот Сеймур ее совершенно не нужен. Но разве женщины слушают? Вот и результат. Разбитое сердце и призрак в коридорах. Впрочем, не спешите паковать чемоданы. Мы с Тюдорами еще не закончили. Как говорится, мы еще здесь, мы никуда не уехали. До субботы.